Заправленная кровать. Страстная неделя начинает или заканчивает Великий пост? Это неправильный ответ. Неверно, заканчивает. Как называется показанный на Первом канале детективный сериал, снятый Родионовым Нахапетовым в США? Двухглавый орел. Неверно, русские в городе ангелов. Латинскими или греческими буквами обозначают постскриптум. В магическом шаре орел. Верно. Строительством какого города руководил Осип Михайлович Дерибас? И, к сожалению, в этом раунде мешочек с волшебным песком не заработала ни одна команда. Он остается у меня. Одесса. В Первую мировую войну Италия была союзником или противником России? Берегите каждое мгновение. Будьте внимательны. Верно. Назовите звезду советского балета, танцовщика, не вернувшегося из Франции в 1961 году. Будьте внимательны. Неверно, Нуриев. Мячом круглой формы играют в бенди или регби? Слушайте внимательно мой вопрос. Неверно, бенди. Какое название телевизионного жанра происходит от английских слов «разговаривать» и «зрелище»? Значит, один камушек вы не выбрали. Неверно, ток-шоу. В каком веке состоялся первый полет на дирижабле? Тоже один черный камушек. Верно. На какое время года приходится Рождество Иоанна Крестителя? Это неправильный ответ. Неверно, лето. Пост министра обороны в свое время занимал Жуков или Конев? И капитан команды «Свиток» допустил досадную ошибку. Верно. Какое астрономическое явление дало название фильму Вадима Абдрашитова, снятого в 1984 году? И, к сожалению, мешочек с волшебным песком остается у меня. Парад планет. Какое французское имя соответствует русскому имени Петр? Будьте внимательны. Верно. Какой композитор сочинил патетическую сонату, Крейцерову сонату и апассионату? Это неправильный ответ. Правильный ответ – Бетховен. Андрей Рублев или Феофан Грек был иноком Спасо-Дронникового монастыря? Это неправильный ответ. Верно. Гребешки живут в море или на суше? Более того, такого варианта ответа даже не было. Верно. Александр. Героя какой повести Пушкина звали Сильвио? Слушайте внимательно мой вопрос. Верно. Эльдорадо – это реальная или мифическая страна? Это неправильный ответ. Верно. Какое органическое соединение, иначе называемое этанолом, служит основой для духов и одеколонов? Это тоже неправильный ответ. Верно. Редис – это разновидность репы или редьки? Мешочек с волшебным песком остается у меня. Верно. В армии какого французского императора служил Стендаль? Это неправильный ответ. Верно. Сколько мягких согласных звуков в слове «моль»? У вас нет ответа? Верно. Время вышло. Я не успеваю задать следующий вопрос. Вы положили в банк сумму в 50 тысяч. Раунд второй. И у вас в банке сумма в 50 тысяч. С каким городом, кроме Павловска, связала Петербург первая в России железная дорога? Что ж, очень жаль. Неверно, с Царским селом. Какая зимняя одежда упоминается в названии салата из сельди, уложенного слоями с овощами? А мешочек с волшебным песком вновь остается у меня. Верно. Назовите летчика, возглавлявшего экипаж, который в 1937 году совершил перелет по маршруту Москва-Северный полюс-Ванкувер. Это трудно, конечно, назвать зернышками. Ведь перед глазами у вас был образец до того, как вы надели повязку. Вы же видели, что зерна нужно рисовать вот такого размера. Верно. Факториал представляет собой сумму или произведение чисел? К сожалению, я не могу засчитать это задание. Верно. Сандер. Какой вид изобразительного искусства иначе называют ваянием и пластикой? Это неправильный ответ. Верно. Как называются надземные плоды картофеля? Данила, можешь помочь Илье? Неверно, ягоды. Какое греческое слово Владимир Даль предложил заменить словом многоостровье? Это неправильный ответ. Архипелаг. Правительство какой прибалтийской страны в 90-м году возглавило Казимира Прунскими? Команда «Саванна», будьте внимательны. Верно. Каким итальянским словом называют человека, занимающегося наукой и искусством без специальной профессиональной подготовки? Это неправильный ответ. Верно. Какой язык родственен цыганскому, арабский или хинди? Это тоже неправильный ответ. Верно. Смертелен или безопасен для человека укус медянки? Мешочек с волшебным песком на этот раз остается у меня. Верно. Под чьим управлением играл Надежды маленький оркестрик в одной из песен Акуджавы? То есть вы думаете, что линейку называют черным циркуль. камнем? Циркуль. Принимаю ваш ответ. Верно. Листья какого овощного растения используют для приготовления голубцов? А мешочек с волшебным песком остается у меня. Верно. Какие части тела не сохранились в статуе Венеры Милосской, установленной в Лувре? Сосредоточьтесь, берегите каждое мгновение. А главное, будьте внимательны. Верно. В Украине существует город Антрацит или Лазурит? Я понимаю, у вас было катастрофически мало мешочков с волшебным песком. Неверно, Антрацит.
От дальтонизма в большинстве случаев страдают мужчины или же... Мне очень жаль. Но у вас, конечно же, было очень мало мешочков, а значит, мало времени. Что ж, занимай свое место. Неверно, мужчины. Назовите диктатора, управлявшего Испанией до короля Хуана Карлоса. Но я вижу, что вы не составили слова. Вы не успели. Да. Очень жаль. У вас было времени для этого достаточно. Верно. Как называется и женский головной убор, и украшение на фасадах зданий в виде полукруглого щитка? И, к сожалению, ни одна из команд не справилась с вопросом на засыпку. Верно. Банк. В расчете на 100 граммов какой продукт калорийнее, морковь или свекла? Паук — это не пресмыкающийся, это насекомые. Неверно, свекла. Фортепиано или клавесин имеет молоточковую механику? Будьте внимательны. Верно. Какой напиток получили виноделы долины Шаранты, выдержав специальный спирт в дубовых бочках? 8. Верно. Время вышло. И вы упустили возможность заработать еще 50 тысяч рублей. А вот и нет. Раунд третий. И у вас в банке 100 тысяч. В каком балете Чайковского есть танец феи драже? Это неправильный ответ. Неверно, Щелкунчик. Назовите автора произведений «Бедные люди» и «Белые ночи». Полная тишина. Верно. В каком виде спорта прославился Вячеслав Старшинов? Алексей, я считаю до 3 в полной тишине. Верно. Какую науку на Руси называли любомудрием? 60. Верно. Банк, как в СССР до 1934 года называлась первичная комсомольская организация? Это тоже неправильный ответ. Неверно, ячейка. На каком континенте расположена Республика Чад? Полная тишина. Никаких попыток подсказывать. Верно. Кино. Как называется ресторан, в котором Семен Семенович Горбунков исполнил песню про зайцев? Не подсказываем, Саш. Плакучая ива. Скунсы в дикой природе обитают в Азии или Америке? Тишина. Верно. Какой певец впервые исполнил песни Давида Тухманова «День Победы» и «Соловьиная роща»? И, к сожалению, мешочек с волшебным песком остается у меня. Неверно, Лев Лещенко. Именем какого космонавта назван хребет в Антарктиде, открытый в 1961 году советской экспедицией? Никаких подсказок. Верно. Как называется правильный прямоугольный параллелепипед, все грани которого квадраты? Это неправильный ответ. Неверно, куб. Чингачгук – это персонаж Фенемора Купера или Майн Рида? Ребята, будьте внимательны. Не допускайте ошибок. Ведь на кону мешочек с волшебным песком. Неверно, Купера. Фиговый лист – это лист маслины или инжира? Полная концентрация и сосредоточенность. Верно. Какое сооружение на Красной площади в Москве построено по проекту архитектора Щусева? Зрители там. Не смотрите на команду. Они будут подсказывать, они будут какие-то лица делать. Верно. Какой президент США снялся более чем в 50 художественных фильмах? Так, тихо. Верно. Банк. Какая часть света расположена к востоку от Уральского хребта? А это электричка, на самом деле, друзья. Ошибочка. Верно. Закончите поговорку. Кончил дело? Тишина. Верно. 10 щупалец у кальмара или осьминога? Полная тишина. Никаких подсказок. Верно. Дмитрий. С каким певцом в телевизионном огоньке Лайма Вайкуль исполнила песню «Вернисаж»? Тишина. Верно. Как называется фасон шляпы, ставший частью образа Чарли Чаплина? Тишина. Верно. Время вышло, я не успеваю задать вопрос, но вы успеваете положить деньги в банк. Раунд четвертый. И к этому моменту вам удалось заработать 150 тысяч. Какое приспособление для удержания судов на месте изображено на погонах курсантов военно-морских училищ? Что ж, одна ошибка. Верно. Какая фигуристка сначала выступала в паре с Улановым, а затем с Зайцевым? Я могу сказать, да или нет отвечать. Верно. Какое название плода совпадает с фамилией героини «Мертвых душ»? 240. Верно. Банк. В каком веке родился французский композитор Мишель Леграм? Ну, судя по всему, ребята просто решили наклеить все картинки, чтобы просто была красивая майка. Но это не принесло им мешочек с волшебным песком. Неверно, в 20-м. Какой русский бард является также известным ученым-океанологом? Полная тишина. Никаких попыток подсказывать. Верно. Число Авогадро используется химиками или математиками? Химиками. Верно. Как называются природные воды, химический состав и физические свойства которых позволяют применять их в лечебно-профилактических целях? А команда «Фонарики» допустила досадную ошибку. И, к сожалению, тоже остается без награды. Неверно, минеральные воды. В греческой или скандинавской мифологии река в царстве мертвых называется Стикс. 22. Верно. Согласно крылатому выражению, перед какими животными не следует метать бисер? Тишина. Верно. Для построения и измерения какой геометрической фигуры используется транспортир? Мешочек с волшебным песком остается у меня.
Занимайте свои места. Неверно для угла. Какая часть руки человека состоит из костей запястья и фаланг пальцев? Тишина. Верно. Какой титул журнал «Тайм» присудил в 1987 году Михаилу Горбачеву? При попытке подсказывать мы аннулируем ответы. Полная тишина. Верно. Индокитай – это остров или полуостров? Тишина. Александра. Концентрация. Верно. Банк. Аспиды – это ядовитые или не ядовитые змеи? Это неправильный ответ. Верно. Назовите имя американского певца и киноактера Синатры. Что нам стоит дом построить, жидем буем и сунар ить строить по? Верно. На какой планете, кроме Земли, происходит действие фильма Пола Верхувена «Вспомнить все»? Первую часть прослеживали по слогам, а остальную, видимо, наугад решили просто придумать новый язык. Занимай свое место. Верно. Банк. Назовите имя брата, в чью пользу весной 17 года отрекся от престола император Николай II. Антон, выйди к доске. Верно. Стайер специализируется на длинных или коротких Длинных. дистанциях? Верно. Банк. Какой современный поэт для обозначения жанра своих стихов придумал слово «гарики»? Будьте внимательны. Время вышло. Правильный ответ – губерманты. Раунд 5. Общая сумма вашего выигрыша составляет 200 тысяч рублей. На каком полуострове вы находитесь, если прилетели в город Гибралтар? К сожалению, это неправильный ответ. Верно. Какое слово обозначает и руководителя, и раздел книги? К сожалению, это неправильный ответ. Верно. Назовите режиссера фильма «Любовь и голуби». Это неправильный ответ. Меньшов. Иосиф Сталин был сыном сапожника или портного? Без нот дирижер вряд ли смог бы руководить оркестром. К сожалению, вы не выполнили задание. Верно. Какая спортивная игра дала название «Кепки с козырьком»? Команда «Лидер», соберитесь. Возьмите себя в руки и быстрее нажимайте на кнопку. Не забывая при этом давать правильные ответы, конечно. Верно. Какой итальянский поэт рассказал детям, чем пахнут ремесла? Это неправильный ответ. Верно. Лодочками в 50-е годы называли туфли или брюки? Берегите каждое мгновение. Будьте внимательны. Верно. Банк. Какое слово обозначает и тип соцветия, и небольшое плетеное изделие из прутьев? Будьте внимательны. Неверно, корзинка. Какая страна имеет право вето в Совете Безопасности ООН? Франция или Германия? Это неправильный ответ. Верно. Дочь какого знаменитого певца сыграла в фильмах «Гамлет» и «Человек-амфибия»? Это неправильный ответ. Верно. Сыном какого русского князя был Всеволод Большое гнездо? Это неправильный ответ. Птица – это сова. Неверно, Юрия Долгорукова. Бальзак создал божественную комедию или человеческую комедию? А я спрашиваю, что такое софа? Верно. Каким словом называют постановление верховной власти, а в быту отпуск по беременности и родам? К сожалению, ошибка. Верно. Банк. Дикси – это разговорное название южных или северных штатов США? К сожалению, это баклажан, а не кабачок. Вновь ошибка у команды Атланты. Неверно, южных. Канифолию натирает смычок или струны скрипки? Это неправильный ответ. Верно. Действие какого фильма Спилберга, снятого в 1993 году, происходит во время Второй мировой войны? Это неправильный ответ. Верно. Банк. На территории какого континента жило индейское племя инков? Это неправильный ответ. Неверно, Южная Америка. 2 или 4, время вышло, я не успеваю закончить вопрос. Раунд 6. И у вас в банке 250 тысяч. Бомбардир – это солдатское звание или офицерское? Это тоже неправильный ответ. Неверно, солдатское. Какой номер имеет симфония, написанная Шостаковичем в блокадном Ленинграде? 84. Верно. Свергнутому императору какой страны посвящен фильм Бернардо Бертолуччи «Последний император»? А мешочек с волшебным песком остается у меня. Неверно, Китая. Восстание Спартака произошло в нашу эру или до нашей эры? Это неправильный ответ. Неверно, до нашей эры. Писатель Эразм Роттердамский жил в Нидерландах или Англии? Мешочек с волшебным песком остается у меня. Неверно, в Нидерландах. В советской символике какой социальный класс символизировал серп? Это неправильный ответ. Неверно, крестьянство. В какой части света вы находитесь, если стоите на берегу Рио-Гранде? Берегите каждое мгновение и будьте внимательны. В Америке. Какую знаменитую оперетту Штрауса экранизировал в 1979 году Ян Фрид? К сожалению, вам не хватило времени. Неверно, летучая мышь. Мэром какого города был Гавриил Попов? 22. Верно. Банк. О каком напитке из груш и терновых ягод говорится в начале книги «Вечера на хуторе близ Диканьки»? Вы не справились с вопросом на засыпку. Неверно, квас. Черный или зеленый чай получается в процессе ферментации? 180. Верно. Банк. Назовите самую высокую гору Турции.
Будьте внимательны. Арарат. Какого шекспировского героя сыграл Леонардо Ди Каприо в фильме «База Лурмана»? Это неправильный ответ. Ромео. Жан Лафонтен – это французский баснописец или музыкант? 240. Верный, Банк. Сергей. Как называется знаменитый замок Банк. на мысе Айтадор в Крыму? Время вышло. Правильный ответ не банк, а ласточкино гнездо. Раунд 7. Вы выиграли 300 тысяч рублей. Какие слова были начертаны на борту машины Адама Козлевича до того, как их закрасили? Это тоже неправильный ответ. Эх, прокачу. Традиционная русская или финская баня характеризуется сухим режимом? Полная тишина. Верно. Назовите столицу Республики Словения. И этот мешочек с волшебным песком остается у меня. Неверно, Любляна. Как называется и праздник в Латинской Америке, и роман Эрнеста Хемингуэя? Слушайте мой вопрос. Верно. Как в трудовом праве России называется неявка на работу по неуважительной причине? 28. Верно. К какому времени года в южном полушарии относится декабрь? Это неправильный ответ. Неверно, лето. На какие горы придется подняться исследователю, чтобы обнаружить исток Рейна? Будьте внимательны. Неверно, Альпы. Какая знаменитая героиня Агаты Кристи живет в маленьком городке Сент-Маримит? А теперь слушайте мой вопрос. Мисс Джейн Марпл. Какое число иногда называют чертовой дюжиной? 54. Верно. Банк. Фудзияма – это потухший вулкан или действующий? Полная концентрация. Тишина, никаких подсказок. Верно. Как называется настил под потолком и верхняя часть шкафа для хранения вещей? Слушайте внимательно мой вопрос. Верно. Банк. Как называется и разветвленная часть дерева вместе с листвой и денежная единица Эстонии? Это неправильный ответ. Верно. Банк. В предложении «растет красный мак». Какое слово является определением? Красный. Верно. Назовите имя и фамилию выдающегося историка сына Анны Ахматовой. Так, Лиза и Ксюша, пожалуйста, займите свои места. Вы присели вместо того, чтобы замереть. Верно. Банк. Надпись на грузе. Время вышло. Я не успеваю закончить вопрос. Общий приз сегодня составляет 400. тысяч рублей. В какой европейской столице император Николай II, согласно легенде, заложил первый камень в основание моста, строящегося в честь императора Александра III? Слава не успел немножко занимать свое место. Это правильный ответ. Назовите императора, единственного исправивших после Елизаветы Петровны москвича по рождению. Ах, Соня, занимай свое место. Это неправильный ответ. Правильный ответ – Александр II. Сколько матчей в высшей лиге должен провести футбольный вратарь, не пропуская голов, чтобы стать членом символического клуба Льва Яшина? 74. Это правильный ответ. Назовите страну, фигуристы которой на чемпионате Европы в шведском городе Мальмё в январе 2003 года завоевали все золотые медали. Саша, пожалуйста, займи свое место. Это правильный ответ. Какое название сплава меди с никелем сложилось из фамилий его изобретателей Майо и Шарье? Алина. Хотела присесть, эх, замерла на полпути. Это правильный ответ. Какой способ уничтожения микробов назван по фамилии французского ученого XIX века? Митя, пожалуйста, займи свое место, не успел немножко. Это правильный ответ. В каком фильме Эмилия Латяну роль директора Нью-Йоркской оперы сыграл голливудский режиссер Мартин Скорсезе? Полина. В полуприседе. Это неправильный ответ. Правильный ответ – Анна Павлова. Как называется вышедший на экраны в начале 2003 года фильм, рассказывающий о судьбе мексиканской художницы Кало? Будьте внимательны. Правильный ответ – Фрида. Если вы сейчас ответите правильно, вы выиграете. О каком герое зарубежной литературы его автор написал: «Он мало спал и много читал. Мозг у него стал иссыхать,
Так что в конце концов он и вовсе потерял рассудок. Тебе нужно обязательно тогда выучить их название, Да. иначе коллекционирование становится бессмысленным, если ты даже не можешь этим похвастаться. Правильный ответ – Дон Кихот Ла-Манческий. Если вы сейчас ответите неправильно, вы проиграете. Какое слово, обозначающее чувство раздражения, вызванное превосходством и благополучием другого, стало названием романа Юрия Олеши? Это неправильный ответ. Это правильный ответ. После 5 пар вопросов счет равный. Мы продолжаем игру до первого проигрыша. Вопросы по-прежнему будут задаваться парами. Играем до первого проигрыша. Как европейцы назвали восстание в Китае, организованное тайным обществом «Кулак во имя справедливости и согласия»? Более того, такого варианта ответа даже не было. Это неправильный ответ. Правильный ответ – боксерское восстание. Какой средневековый правитель имел резиденцию в Самарканде и после 3 походов разгромил Золотую Орду? Это тоже неправильный ответ. Это правильный ответ. Сегодня вы самое сильное звено, и вы уходите домой с суммой 400 1000 рублей.